Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня будем играть за изумрудную Джейд. Это видео, я не знаю, когда выйдет, но я на нем сегодня буду, точнее, в нем сегодня будем делать вот такую вот прекрасную штуку. Это битву когтей. Сегодня, кстати, я забыл сказать. Ну, короче, это уже никто не узнает. В общем, будем делать на ней 10 киллов. Это основная цель, чтобы достичь... Ну, чтобы принять участие в этой битве, потому что Джейд 100% победит. Поиграем в командных боях, бустанем рейтинг. Все по стандарту, в принципе. Просто, наверное, сегодня это видео не выйдет. Ну, может, выйдет. Ну, короче, я не знаю, когда видео выйдет. Но в понедельник, последний день битвы когтей, если что. Разрабы про это сообщали, я про это, ясное дело, забыл сказать. Я же гений забывчивости, как всегда. Ну, бывает у меня такое. Выше свиньте, ребятки. Поэтому вот сегодня это видео записано. Да. Так, ну мы отправляемся. О, легендарный ботик. Хочу. Отдайте. Боже мой, это кофе на баке. Вот о чем я говорил, что эти неадекваты постоянно. Бак с кофе это приговор интеллектуальный. Сразу вот по человеку сразу видно, что он не дружит с головой. Ну вот 10 из 10. Ладно, миллион из миллиона, вот так вот. Ну, если кроме низких уровней, которых просто нечего брать. Потому что баку в 3 слота взять кофе это смешно. Но, к сожалению, он это сделал. Я не спорю, он может себя реализовать очень хорошо, но для бака это будет очень сложно сделать. Потому что у бака нет ускорения, достаточно большого, да, как у Джейд, к примеру. И реализоваться ему будет очень сложно. Вот у него ботинок и кофе, да, чтобы вы понимали, по поводу предметов. И еще какой-то один предмет. То есть у него уже либо зубов вампира нету, либо еще чего-то интересного. Добиваем противничка и сразу бежим за остальными, потому что их тоже нужно добивать. Где-то здесь еще должны бегать противники другие, но их тут нету нигде. Да? Да. Нема. Ну ладно. 4 килла, кстати, каким-то чудом я сделал. Не знаю каким. Давайте похилимся. Сейчас одну аптечку заберут все равно. А лута никакого дополнительного нету. Можно на стенке поставить, поломать. Ботика можем убить. В принципе, килл это добавит один. В зачет, по крайней мере. Будет красивенько, больше киллов. Больше. Ну, будешь, типа, считаться, что более жестко. Ладно. Погнали мы искать противников. В принципе, сидеть скучно. Я думаю, я сейчас смогу развалить соло-сквад. На 15 Джейд. Ну, с феромонами. Если в тайминг попаду, то развалю. Если не попаду, ну, не развалю. Наверное. Опять же, там может быть просто против меня какие-нибудь 15 уровни, а у меня только одна граната массовая, по сути. Хотя копье еще массовое и дробовик. В общем, много массового. Всякого разного. Никса будет очень сложно догнать. Все-таки это Никс, вы видите, он очень много дамажит. Хоть у меня Джейд, как вы заметили уже, наверное, играется через... Ну, Никс золотую гранатку и аптечку. Ну вот, гений, ну может ты аптечку золотаешь, не? Ну, слушайте, гений, как они бесят. Подбежал к аптечке, не лутает. Ну вот, логика Никса. Невероятная. Ладно, погнали искать, там еще один склад остался. В принципе, я думаю, мы его развалим, если там не будет каких-нибудь жестких уровней. Плеер с косточкой на Никсе, жестко. Челик, Никс мини, это бесплатно. А вот и Луи ко мне прибежал под феромончики. Молодец. Походу там недобитые остались. Хотя нет, заметьте, Луи живой, значит. Ну просто там может быть сквад недобитых игроков. Но они, блин, в бочках сидят, неинтересно. Я думаю, у меня больше киллов уже не будет. Потому что слишком противники не хотят играть. Да, они прячутся. Для них сейчас главное это выжить. Ну а я буду вечно гоняться за этими выжившими. Ну и кнопки пытаться нажать. Ну что ж, 8 киллов или 9? 8 все-таки. Бак каким-то чудом добил. Очень полезный бак, очень полезный легендарный дробовик. Но в принципе тут и не пригодился бы все равно. Потому что слишком просто как-то было. Неожиданно. Я правда не знаю, сколько из этих киллов у меня реальные игроки. К сожалению. Но... Не знаю, и фиг с ними. Я думаю, десяточку мы за 3 боя, или даже за 4 залутаем. В идеале, конечно, 4 боя, потому что надо взять 1200 рейтинга на Джейд. Ну, как бы это... По-любому надо делать. Такс. Заметьте, заспамнил неплохо. Опять 2 бака. А что ж мне так везет на баков? Интересно, это тот же или нет? Или нет? Или да? Я, кстати, не знаю, мне выпадало ли бицепс на Джейд. Было бы классно посмотреть. Пробую после боя глянуть, возможно... Не, ладно, давайте уже в следующий раз как-нибудь посмотрим. Не, ну посмотреть можно и сейчас, в принципе, а использовать
Так, застанил я Бака, чтобы его догрызть нашими прекрасными... Блин, без копья, конечно, не то. Без копья вообще не то. Так, Джейд словил феромончиками. Ну, феромоны очень много дают. Они позволяют вам, по сути, обездвижить самого сильного противника, который есть вообще. Ой-ой-ой. Никси, помоги, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, друг. Ага, видали пассивка сколько добила? Жестко. Ну, блин, миллиметра не хватило, чтобы догнать. Ладно. Не будем гоняться уже. Заметьте, опять full хп, это при том, что я умирал. Чисто на бинте выживаем. На full хп. Нимба. Чё? Ладно, поставим стенки. Сломаем их теперь. Залутаем защиту. Нашу прекрасную бочку. Ну и можно направляться дальше всех противников. Осталось против нас, я так понимаю, 1 целый и 2 недобитых. Сквадика. Это будет несложно. Бак откуда-то гранату взял. Куда ты ее взял? Да я ж ускорился. Блин, даже ускор не работает, когда пассивка Джейд активируется. Капец. Бесит. Так, побежим сейчас за этой Джейд. Бак, ну куда ты это? Беги в одну сторону, Бак, чтобы мне было понятно, куда тебя гонять. Да подожди, ну вот шустрый, а. Шустряк на Баке. Опять же, вот этот смайлик у Джейд это просто топовый. Ну, Джейд смайлики топовые, да. Вот на некоторых персонажей есть классные смайлики, на некоторых нету. Не знаю, почему разрабы так делают. Могли бы сделать всем хорошие смайлы, было бы красиво. Но, видимо, не судьба. Итак, против нас, скорее всего, остался, как я и говорил, 1 целый, 1 недобитый. Надеюсь, сейчас будет хороший замес. Надеюсь. А вот и хороший замес ко мне прибежал. Нужно, правда, все качественно сейчас сделать. Ага, убежали, понял, принял. А что, где моя команда? Так, ну давайте Никса хотя бы словим. Его продамажим. Так, ну тут противнички сейчас будут от меня убегать, 100 пудов все равно. У нас Брюс просто стоит, его не трогают вообще. Ой-ой-ой, а тут мне больно, слушай, прилетает. Я, конечно, вижу, что у меня full хп сейчас отхилится, но все равно очень больно. Ай, как же душно, а. Да задолбали меня уже душить. Я вас все равно додушу, у вас не получится, ребят. Смиритесь. Смиритесь и красиво умирайте. Да. Вот она сила Джейд, ребят. Ну-ка, конечно, против 8 уровней вы скажете, да, чё нет? Ну, в принципе, я тоже скажу, да, чё нет. Да, именно так. Ну, блин, вы видите, как 8 уровни 9 пробивают, все равно Джейд. Если бы они еще били нормально, ну, качественно, то я бы откинулся. Но у меня зубы вампира, у меня бинт, поэтому там качели очень жесткие получается реализовать. В этом плане. Ну, все равно такой себе замесик. Они вот разбежались, толпой все не напали. Я хотел, знаете, как красивенько залететь в толпу, всех заферомонить, кинуть вот так вот, вот так вот, вот так вот. И там бы все умерло, но, к сожалению, они разбежались. Одни влево, другие вправо. А я по центру был. Поэтому пришлось играть в догонялки. А это уже было не очень весело. Хоть и больно. Ладненько, второй топ-1 готов. Эх, прекрасное начало недели. Как же она мне нравится. Я думаю, я уже набил себе 10 фрагов, хотя это не точно. Вот он, кто-то прыгает, Ник здесь последний. Ну и мы его добиваем. Блин, пассивка опять мне не дала использовать прекрасный активный навык, чтобы заферомонить, но что поделать. Такс. Второй топ-1 готов. У нас 49. Вот, видите, все-таки мы немножко подкрутили кубки. Раньше 1100 плюс там вроде было по 26, по 27 все-таки и шло. Ну ладно, по 26 точно и шло. А сейчас, видите, вон по 24, по 25, как бы, и нужно уже не 4 боя, чтобы взять с 1100 до 1200, ну, победных я имею в виду. А уже нужно 5 боев. Ну, разрабы все-таки крутят там, незаметненько. Хотя, может, мне просто кажется, и оно всегда так было. Возможно. Итак, у меня опять 2 бака что-то в команде. А можно мне как-то не постоянно баков в команду давать? Не, ну, конечно, я не против особо, но... Это лучше, чем Никс, наверное. Но это не точно. Возможно, и не лучше. А у нас прекрасная нефритовая Джейд. Ну, блин, смотрится нефритовая Джейд красиво. Я еще удивлен, то, что ее разрешили получать, ну, бесплатно. То есть, мало того, что сначала в акцию с сундуками можно было залутать, а потом ее еще можно было получить, играя в... Ну, точнее, не играя, а просто открыть, к примеру, там, ну, боевой пропуск, да, пройти и залутать. То есть, по сути, на халяву давали получить Джейд нефритовую. Круто. Плюс
А это по поводу того, почему... Да резни ты меня, ну что вы... Да что вы делаете? Вы что, больные? Ну они просто стоят рядом. На пофиг. Офигеть, там у какого-то нубасика Никса были феромоны. Так, Джейд добиваем. Льва сейчас добиваем. Ну, вроде всех добил. Или нет? Брюсика надо резать, потому что он мой друг, он меня тогда резнул, в отличие от Бака неадекватного, который меня не резал. Блин, на аптечке не хватило одной. Да откуда тут еще один сквад, ну? Бесит, просто 3 сквада в одном замесе были, офигеть. Вот заметьте, сколько я времени дал своим союзникам, там было 3 союзника, чтобы они там восстановились, резнули, залутали аптечки, отхилились, помогли мне. Ну, секунд 15 точно дал. Что по итогу они просто умерли. Ну, что я могу сказать, ребятки, был интересный бой, динамичный очень. Но меня Бак шотнул с 2 или 3 тычек. 10 уровня. Парам-парам-пам. Сильная Джейд, чё? 15 уровень, да? Ну, вот я думаю, сильная. Ну, опять же, это все из-за подкрутки. Для уровней низких. Она такая, к сожалению, есть. И вот это очень странно, когда такое происходит. Но что поделать. Ну и, блин, если бы было не 3 сквада, если бы у меня все красиво залетало, то было бы все по-другому, но одной аптечки буквально не хватило мне, чтобы реализовать себя. Одной аптечки не хватило, чтобы затащить этот бой. Представляете, как обидно. Я бы там аптечку в тот момент юзал, не умирал бы. Ну, когда последний бой с последним складом вот здесь вот был, на краю. И все было бы красиво. У меня бы откатились бы феромоны, я бы всех заферомонил, раскидал бы весь урон еще раз. И было бы изи катка. Но. Аптечки одной не было. Потому что я потратил ее случайно заранее. Когда мы были вот тут вот за месяц, там было очень много аптечек. Я решил, так сказать, ими воспользоваться. Ну и к чему это привело, вы уже сами все видите. Такие вот дела. Так, ну попытался до Никса достать, но меня одной тычкой своей откинул. Или эту граната кенгуру мне откинула. Я так и не понял в целом, что случилось. Но сейчас кенгуру выбрал неправильный маршрут. Я его заферомонил, и все у нас хорошо. Так, стенку поставим, она нам не нужна. Не пригодится, я думаю. Фух. Конечно, уже не получится такого динамичного замеса на 3 сквада. Хотя было весело. Там еще бобров целая куча было. Они опасные противники. В общем, наверное, нам с другим Баком, которым мы тогда бежали вниз, ну вот сюда вот драться с этим сквадом, нужно было все-таки такого не делать. Нужно было остаться вверху. Но тогда бы нас зажали после 2 сторон. В общем, сложно. Сложно в той ситуации было оценить ее правильно и сделать все красиво, но что получилось, то получилось. Все-таки одна лишняя аптечка потраченная привела, вы сами знаете, к чему. А если бы там не было лишней аптечки потраченной, то вот здесь вот, да, в этом месте я тогда потратил аптечку, потому что думал, что залутаю еще одну. Но, к сожалению, я не смог ее залутать, моя команда ее тоже не залутала, и такие... Притянул и не взял. Ну да, логично же. Очень логично. Ладно, бежим к нашему скваду остальному. И попытаемся затащить еще один топ-1. Обидно, хотел 4 взять, но потом доберем, если что. Это ж такое дело. Главное выйти за 1100 плюс хотя бы на первой неделе. А дальше уже будет изи каточка. Наверное. Но это не точно. Ну, заметьте, все постараются играть. Вот видно, что в этот раз команды адекватные. В начале недели попадаются. Так, ну что, где там последние недобитые? Ага, вот он. 13 уровень. Какие мы жесткие. Так, поставим капкан. Один раз надо заферомонить Бака. Ну и, в принципе, что я и делаю. Заферомоненный Бак отлетает. Ну, Зёбр красавчик, если чё. А где Орел? Куда он улетел? А, он сюда долетел, ничего себе. Походу, Орел с ботинком играет. Да? Серьезно? С ботинком? Ботинковый Орел. До свидания, ботинковый Орел. Ну, потому что я заметил, как он улетел слишком быстро. Для Орла это было. Слишком далеко улетел, то есть. Без скоро там далеко, так далеко не улететь. Ну что ж. Топ-1 моя команда сделала по 1 киллу и целых 2 килла кто-то слева сделал. Я уже не заметил, кто это был. Ну вот такая вот Джейд, ребятки. Надеюсь, я набил 10 фрагов для участия в ивенте. Ну, скорее всего, так и есть. Поэтому... Я думаю, все будет хорошо. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Ждем
кто же победил в ивенте, это, наверное, анонсируют во вторник или в среду. Ну, когда анонсируют, тогда анонсируют. Вы же знаете разработчиков. Вдруг что случится. В общем, не болейте, не скучайте. Всем пока.